Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам. И это выражение отлично подходит к сборке кастомных механических клавиатур. Очевидно, самое интересное это дизайны. Черные, белые, с рисуночками, может быть и вовсе розовые. Будет она с подсветкой или она вам и вовсе не нужна? Какая основа будет для клавиатуры? Цвет, материалы, алюминий, пластик, дерево, может быть вообще корпус из картона. А также в последнее время приобретают популярность корпуса, напечатанные на 3D принтере. Вы имеете возможность выбрать нужные и ненужные клавиши, отталкиваясь от ваших потребностей. Вам не нужен ряд функциональных клавиш? Возьмите 60%. А если вам нужны стрелочки, но не нужны F-ки, берите 65%. Вы любите играть в Flight Simulator? Берите 110%. Вы любите боль? Тогда берите Paint 27. Также важной частью являются эргономические клавиатуры. Да, это выглядит дико, но по факту это реально удобно. Для программистов и копирайтеров это must-have. Конечно, на удобство при печати влияют еще и свитчи, но про них мы поговорим в конце видео. А сейчас мы поговорим про формат клавиш. Наиболее распространенными из них являются OEM и Cherry, но помимо этого есть и другие. Например, XDA формат, у которого все ряды полностью ровные. А еще некоторые компании создают собственные профили клавиш. Например, компания Akka делает свой собственный профиль ASA. А для любителей ноутбуков вообще существует профиль чеклетов. Это полностью плоские клавиши, прямо как на ноутбуках. Выбор подходящего формата кейкапов сильно недооценен. Клавиатура может быть великолепна во всех смыслах, но иметь неподходящий для вас профиль кейкапов, чего вы будете нажимать не на те клавиши или вовсе начнут болеть пальцы. Также важным элементом кейкапов являются их материалы и метод нанесения символов. Два наиболее распространенных это PBT и ABS. А также методы нанесения принта тоже отличаются, но наиболее долговечными и популярными являются даблшот, сублимация. Это даблшот, а это сублимация. Даблшот — это двойной слой пластика, при котором символы составляют отдельный слой пластика. Также кейкапы влияют на звук клавиатуры, но не так сильно, как все остальные компоненты. И как раз сейчас мы поговорим про звук. Существует огромное количество модификаций, зачастую прокладывают шумоизоляцию, смазывают переключатели и делают некоторые доработки для стабилизаторов. Чтобы подчеркнуть важность модификаций, вот вам сравнение без моддинга и с моддингом. По сути, шумоизоляция — это простая физика. Она поглощает энергию клавиатуры, при этом звук клавиатуры становится тише. Не буду сильно погружаться в тему того, как это сделать. Если вам это интересно, на канале уже есть несколько туториалов. Звучит сложно и муторно, но очень быстро втягиваешься в процесс, уж поверьте. Строение клавиатуры тоже вещь интересная. Она влияет не только на звук клавиатуры, но и на ощущение от печати. Tray-mount строение — наиболее распространенный тип строения клавиатуры. Он заключается в том, что плейт прикручивается к нижней части корпуса, из-за чего отсутствует какое-либо движение. Gasket mount строение заключается в том, что плейт имеет демпфирующие проставки по бокам и держится за счет скрепленных двух половинок корпуса, из-за чего создается ощущение мягкости при печати. А вот мы и подобрались к самому интересному, и это выбор переключателей. Наиболее привычные большинству это линейные. Самый простой пример — красные Cherry свечи. У них нету щелчка, и они имеют абсолютно прямой ход нажатия. Но также существуют и синие свечи, обладающие кликбаром, который издает характерный звук при нажатии. Есть еще одна разновидность, и это тактильные свечи, то есть вы чувствуете пальцем щелчок, но не слышите его. И идеальным примером являются коричневые переключатели. Также существуют silent свечи, особенностью которых является полная тишина. У меня сейчас есть один с собой. Стоит также забывать и о скорости переключателей, а это окно активации самого свеча. Например, у Cherry Red ход до активации составляет 2 мм. Также существует разный вес нажатия переключателей, который заключается в граммах. Среднестатистическим значением у свечей является 45 грамм. Соответственно, есть переключатели с меньшей и большей развесовкой. Например, наименьшей в стоке развесовкой обладает Gateron Clear, и это в районе 30 граммов. А самыми тяжелыми, которые, по крайней мере, я смог найти, являются Thai House весом 280 граммов. Но у веса переключателей должен быть определенный баланс, подходящий именно для вас, потому что если вы возьмете слишком легкие для себя переключатели, вы будете совершать огромное количество призрачных нажатий. Также хотелось бы отметить, что свечи делаются из разных материалов, и соответственно звук у них отличается. К примеру, поликарбонат звонкий, а нейлон наиболее глухой. Разумеется, я не принуждаю вас к сборке собственной кастомной клавиатуры, ведь это дорогое развлечение, а жить нужно по средствам. Иногда выгоднее купить готовую клавиатуру, чем
собирать ее по частям. Надеюсь, я чуть приоткрыл вам дверцу в мир кастомных клавиатур. Напоминаю, что на моем канале вы можете найти различные сборки и обучающие видео, которые помогут собрать вам кастом своей мечты. До связи, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, можете написать что-то в комментариях, мне будет очень приятно почитать.